Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы будем говорить о розах. Уже совсем весна. Я открыла все свои розы и плетистые тоже. Сегодня расскажу, как мы будем подвязывать плетистые розы по-разному. Рамблеры и кламберы. Там есть разница. Покажу 3 способа и еще один, который вы уже знаете. Рада вас приветствовать на своем канале и в своем саду. У нас прошел дождик, тепло. Я уже открыла розы свои. Сегодня покажу и расскажу вам, как будем распределять вот эту розу плетистую. Называется она Royal Parfum. У меня есть такая же чайно-гибридная. Она 1 сезон побыла в моем саду. Очень понравились ее цветы. И я с удивлением обнаружила, что есть такая же плетистая. Приобрела ее и в восторге от этой розы. Темная глянцевая листва, большие чайно-гибридного плана формы бутоны. Это кламбер. Кламбер. По ней видно плотные толстые ветви. Мы будем сейчас распределять по этой арке. Подвязывать я буду бечевкой. Вот такой, я вам уже показывала. Это как пеньковая веревка, которая, если мы даже забудем ее развязать, она благополучно превратится в труху через год или через 2. Но мы все равно розы будем укрывать, поэтому это не актуально. Сейчас хочу немножко рассказать отличия роз, кламберов и рамблеров. Оказывается, они есть. Я, как начинающий розовод, очень долго не могла понять, и названия такие сложные, в чем разница. Но от этого зависит и обрезка, и подвязка, особенно плетистых роз. Поэтому немножко теории такой интересной, а потом приступим к подвязке. Расскажу, кстати, 3 способа подвязки плетистых роз. Ну и 4, которым все, наверное, распределяют розы, это по интуиции. 4 способ. Как душа пожелает, так мы их тут пораскладываем. И многие, наверное, скажут, и отлично цветут. Да, розы цветут. Это у них не отнять. Они цветут и радуют нас. Но если подвязать немножко, придерживаясь правил, то они будут цвести намного больше, лучше, ярче и пышнее. Глубоко в подробности я вдаваться не буду. Расскажу кратко, в чем разница между кламберами и рамблерами. Сейчас именно я подвязываю розу кламбер. У них жесткие побеги, которые могут легко сломаться при подвязке. Вчера я уже благополучно у другой розы обломала, поэтому сильно гнуть, горизонталить их не надо. Для них именно подходит этот способ веером. Слегка наклоняем. Хорошо это делать как раз после дождя. У нас вчера дождик был. И мягкие ветви. Рамблеры, у них веточки более тонкие. Они гнутся легко. Цветут в основном они однократно и на побегах прошлого года. Поэтому извиваем и обвиваем их как душе угодно. Показываю вам, что у меня по итогу получилось. Все-таки в эту сторону веер я не стала делать, изогнула, как получается, ветви. И еще хотела вам, знаете, что сказать. Вот эту ветку надо закрепить сюда. Вот так вот веер получился. Что обязательно располагайте ветви с одной стороны от арки, с наружной. Потому что в прошлом году, у нас только эти 2 было. Это мы потом доставили. Но все равно я умудрилась ветви на эту сторону перекинуть. Они там наплелись. А осенью у меня роза эльф, я покажу,
получилось, что она вся с одной стороны и 3 ветки с другой. Ее не укрыть, не завязать, ничего, и красиво распределить не получилось. Обязательно все ветви с одной стороны арки распределять. Вся перемазалась я. Ну, вот такой, в общем, вы принцип поняли? Видно, веерообразные, дугообразные наклоняем побеги, а эти пойдут строго вверх от почечек. Я ближе сниму, покажу. Более подробно мы рассмотрим розы, кламберы и рамблеры, когда они уже будут цвести. Наглядно увидим разницу в цветах. У одних более крупные, у других более мелкие. Посмотрим веточки. А пока на фоне теплицы видно, как я подвязала веером свой кламбер Рояль Парфюм. Так, а сейчас расскажу и покажу вам способ, который подходит для рамблеров, для мягких. Когда мы извиваем ее вокруг стелы или обелиска, я покажу возле дома у меня есть. А для рамблеров есть еще очень интересный способ подвязки фонтаном. Я так подвязываю свою розу Алхимист. Роза Алхимист, я вам покажу, когда она цвести будет. Принцип такой, я показывать уже на розе не буду, покажу, когда цвести она будет, мы увидим. Мы ставим 3 опоры, как для пиона. Все ветви в один сноп завязываем и одеваем через верх кольцо. Пока понятно? Кольцо крепим к вертикальным опорам. Ну, чем-нибудь, или вязальной проволокой, или даже веревкой. Для чего это надо? И поднимаем это кольцо на ту высоту, допустим, по пояс. Можно чуть ниже, в зависимости от того, какой длины у вас мягкие ветви. Это подходит только для рамблеров, для мягких ветвей розы. Кольцо зафиксировано, в середине у нас вот этот сноп наших веточек. Но их должно быть не сильно много, если вы правильно обвязку делали. 7, 8, 6, в зависимости от того, длинные ветви оставляйте. Они же цветут на побегах прошлого года, вы помните, у рамблеров. Поднимаем, фиксируем, роза наша в середине, а потом каждую веточку отгибаем как фонтаном и крепим. Я крепила гвоздиком, которые мы когда укрывали. Строительные гвоздики, ну или кусочек арматурины можно. Главное, чтобы вы там не ходили, не зацепились ногой. И вот так вот эти ветви фонтаном отгибаете. Новые побеги пойдут строго вверх. Это такое фееричное зрелище, фонтан розовый. Чем длиннее у вас ветви будут, тем это будет эффектнее, красивее смотреться. Сильно высоко не надо поднимать, потому что тут куча же большая веток будет. Пояс, даже ниже пояса, тут, где ноги заканчиваются, расти. Ясно? Этот способ такой здоровский. Я его увидела на Pinterest. Феерично. Единственное, единственный, какое много места. Этот фонтан вы разложите, и его хорошо обходить со всех сторон. Но, в принципе, можно где-то понад забором и полуфонтан такой сделать. Арочками такими красиво. А сейчас пойдем к крыльцу подойдем. Я покажу, как я своего Джон Сильвера лонг закрепила, обвила. У меня одна ветка выросла 4,5 метра. Это вообще. Пойдемте. Вот я в грязных штанах стою, но это я там лазила. В общем, вот эта розочка, называется она Джон Сильвер Лонг. Она очень мягкая. Я ее крепила. Видите, тонюсенькие, маленькие. Я ее крепила
вот так вот волнами, если плохо видно, вот сюда. И она у меня доросла уже до самой крыши. А с другой стороны только полметра. Можно было эту веточку пустить вдоль по крыльцу, но я не стала, потому что у меня через 1,5 метра растет Пьер де Рансар. Это тоже вторая феерия. Обзор этих роз я вам, конечно же, сделаю. Особенно вот этот. Это рамблер Джон Сильвер Лонг. Белоснежная такая, что режет глаз. На нее, когда смотришь на цветок, в том году она на побегах первого года мне выпустила 3 цветочка. Я увидела на следующем кустике, у меня их 3. Такой белый, режет глаз. Я на нее смотрела, не могла резко снести. Обычно белые розы с каким-то оттенком. Желтоватым, голубоватым, розоватым, да, с таким, ну, голубоватый, образно говоря. Розоватый, кремовый. А это чисто белая, белоснежная. 10 сантиметров цветочек, густо-махровая. По-моему, не ароматная, насколько я помню. Ну, вот, в принципе, про то, как крепить. Ой, она у нас в краске замазана, красили в том году. Вот наросла, как вы представляете, вот второй побег. Ну все, встретимся через несколько дней. Наверное, сделаю прогулку по саду в марте. Мы же так еще и не гуляли, у нас уже теплота такая, а мы не гуляли с вами. Все, всего хорошего. Если вам понравился мой мастер-класс, поставьте лайк. 3 способа я вам рассказала, а 4, значит, как подсказывает интуиция. Нравится так, делайте так.